Зима 1405 года. Город Атрар. В глубоких снегах застряла 100-тысячная армия. Медленно умирает правитель, не проигравший ни одного крупного сражения. Тимур. Цель похода — империя Мин. Это должно было стать самым масштабным столкновением 15 века. Война не состоялась. Конфликт зрел 2 десятилетия. Причиной стала обычная бумага — китайские императорские свитки с требованием дани. То, что в Нанкине считали признанием покорности, в Самарканде использовали как оружие дипломатического обмана. Завоеватель годами изображал покорного вассала. 1368 год. В Китае происходит масштабный переворот. Династия Мин изгоняет правителей династии Юань и устанавливает новую власть. Основатель династии, император Хун-У, формирует бескомпромиссную внешнюю политику. Китай объявляется центром мира. Все окружающие государства обязаны признать вассалитет. Любые дипломатические миссии трактуются китайским двором как прибытие варваров с данью. Система не терпит компромиссов. В это же время в Мавераннахре поднимается новая сила. Тимур объединяет разрозненные земли в единую военизированную империю. Он строит свое государство на руинах улусов-чингизидов. Тимур не был чингизидом. Он берет титул эмира и правит от имени марионеточных ханов. Его главная цель — контроль над Великим Шелковым путем и объединение исламского мира. Интересы двух растущих империй пересекаются. Китай требует подчинения, Самарканд требует равноправия и доступа к рынкам. Конфликт заложен в геополитических основах двух государств. С 1387 года начинается сложная дипломатическая игра. Архивы династии Мин фиксируют прибытие регулярных посольств от Тимура. Караваны привозят лучших лошадей, верблюдов, нефрит и редкие ткани. Китайские чиновники записывают это как безоговорочную выплату дани сюзерену. Император Хун-У полностью доволен. В ответ он отправляет шелк и серебро. По древней традиции ответные дары сюзерена многократно превосходят подношения вассала. В Нанкине искренне уверены, что владыка Самарканда признал власть китайского императора. Опасная иллюзия. Тимур вел абсолютно прагматичную, холодную игру. Его империя находилась в состоянии перманентной войны на нескольких фронтах. Армии Самарканда сражались в Закавказье, покоряли Персию и подавляли сопротивление на Ближнем Востоке. Главным врагом Тимура был грозный хан Улуса Джучи по имени Тохтамыш. Северная граница требовала постоянного присутствия огромных масс войск и колоссальных материальных ресурсов. Ввязываться в конфликт с огромной китайской армией на востоке было бы стратегическим самоубийством. Тимур покупал время. Отправляя формальную дань, он обеспечивал безопасность своих восточных рубежей. Этот статус давал его купцам прямой доступ к китайским рынкам. Экономика Самарканда стремительно росла на огромной прибыли от шелкового пути. Торговля бесперебойно снабжала армию чистым серебром. Возник исторический парадокс. Китай сам щедро финансировал военную машину человека, который целенаправленно готовился его уничтожить. Классический военный маневр. Формальное унижение ради получения тактического преимущества. — 1395 год ломает прежний геополитический баланс. На реке Терек происходит масштабная битва. Армия Тимура наносит сокрушительное поражение силам Тохтамыша. Улус Джучи сломлен, теряет контроль над торговыми путями и медленно погружается в хаос. Угроза с севера окончательно ликвидирована. У Тимура развязаны руки. В последующие годы армии Самарканда громят Делийский султанат в Индии. Они сокрушают военную мощь мамлюков в Сирии.
В 1402 году Тимур наносит катастрофическое поражение османскому султану Баязиду при Анкаре. Огромная османская армия уничтожена. Баязид попадает в плен. Тимур становится бесспорным гегемоном всей Евразии. Его империя достигает абсолютного пика могущества. Ему больше не нужно притворяться покорным вассалом. В этот момент в Самарканд прибывает очередное китайское посольство во главе с Фу-Анем. Посол привозит официальное письмо от императора Хун-У. Текст составлен в строгих традициях китайского имперского делопроизводства. В нем содержится прямой приказ продолжать регулярную выплату дани. Император обращается к владыке половины мира как к своему рядовому чиновнику на далекой границе. Ответ Тимура был молниеносным. Он приказывает немедленно арестовать Фу-Аня. Посла и его огромную свиту в 1500 человек разделяет на мелкие группы. Их отправляет под строгой стражей в пограничные крепости по всей огромной империи. Послов демонстративно водят по улицам Самарканда, демонстрируя им колоссальное богатство и военную мощь государства. Дипломатический иммунитет жестоко растоптан. Арест послов стал точным юридическим маркером окончательного разрыва. Вскоре в Китае происходит смена власти. Трон силой захватывает новый император Юнле. Он немедленно отправляет новое посольство с требованием отпустить Фу-Аня и возобновить финансовые выплаты. Новые послы также арестованы по приказу эмира. Маски окончательно сброшены. Дань больше не поступает в Нанкин. Самарканд открыто бросает военный вызов Китайской империи. Осень 1404 года. Тимур созывает Великий Курултай. Присутствуют все видные военачальники, эмиры и правители провинций. Официально объявляется тотальная война династии Мин. Формальная причина – оскорбительный тон китайских императоров и священная необходимость возвращения Китая под полный контроль наследников Монгольской империи. Начинается военная мобилизация беспрецедентных в истории масштабов. Война против Китая требовала решения сложнейших логистических задач. Расстояние между основными базами снабжения в Самарканде и стенами Пекина превышало 4000 километров. Путь пролегал через ледяные перевалы Тяньшаня и выжженные пески Таримской впадины. Прокормить 200 тысяч солдат и 500 000 лошадей на этом безжизненном маршруте было физически невозможно без математически точного планирования. Тимур внедряет жесточайшую государственную систему снабжения. За год до начала военной кампании в плодородных землях Семиречья и Чуйской долине создаются огромные перевалочные военные базы. Местному населению под страхом смертной казни приказано засеять все свободные поля ячменем и просом специально для нужд выступающей армии. Формируются гигантские обозы. Приказано собрать десятки тысяч тяжелых деревянных повозок. Армия берет с собой семенной фонд, чтобы сеять хлеб прямо на захваченных китайских территориях весной. Войска формируются по строгой десятичной системе – десятки, сотни, тысячи, тумены. Каждый солдат обязан иметь при себе точный запас провизии, 2 запасных боевых лошадей и 3 полных комплекта бронебойных стрел. В армию призваны лучшие осадные инженеры со всего Ближнего Востока. В конце 1404 года огромная армия выступает в поход. Выбор сурового зимнего времени не случайен. Реки Сырдарья и Чу надежно замерзли. Это позволило тяжелой панцирной кавалерии, громоздким осадным орудиям и обозам безопасно переправиться по крепкому льду. Зима оказался аномально холодной. Температура упала до критических отметок. Холод начал убивать людей и животных прямо на марше. Массовый падеж лошадей и верблюдов начал разрушать тщательно выстроенную логистику. В феврале 1405 года авангард армии достигает города Атрар на территории современного Казахстана. Здесь 70-летний Тимур тяжело заболевает. Инфекция быстро прогрессирует. Он умирает в своем походном шатре. Смерть верховного главнокомандующего мгновенно останавливает огромную военную машину. Эмиры пытаются скрыть факт смерти, чтобы избежать массовой паники в войсках.
поход отменен. Армия разворачивается обратно в Самарканд. Великая война окончена до первого выстрела.